Всем привет! Вы смотрите канал Russian with Dasha. Это канал для тех, кто изучает русский как иностранный. Субтитры внизу. Не забывайте их включить. Меня зовут Даша, а это Наташа. Я музеолог и блогер. Люблю рассказывать про Петербург, спальные районы и необычные места. Сегодня я попросила Наташу провести для меня экскурсию по Петербургу. Наташа, скажи, пожалуйста, по какому маршруту мы с тобой сегодня пойдем? Конечно же, мы пойдем по Петербургу Достоевского. Это один из моих любимых маршрутов. И мы с вами сегодня вспомним про «Преступление и наказание». Да, «Преступление и наказание» — это один из самых известных романов Федора Михайловича Достоевского, любимый вами роман. И сегодня мы с вами почувствуем себя Раскольниковыми, пройдем по его маршруту, познакомимся с местами, описанными в романе. Наташа, где мы сейчас и почему мы встретились именно здесь? Мы сейчас находимся на Сенной площади. Это квинтэссенция, это главное действующее место, там, где все происходит. Потому что Сенная площадь, в этом районе жил сам Федор Михайлович, по многим адресам он снимал квартиры. Здесь ходили герои романа «Преступление и наказание». И довольно много важных знаковых моментов происходит именно здесь. К примеру, тут Раскольников, когда блуждает по улицам, слышит разговор о том, в какой день будет старуха-процентщица одна. Он слышит разговор с бедной Елизаветой, и тогда уже принимает решение, что нужно совершить свое злодеяние. В этом же месте он уже после совершения убийства кланяется в ноги, кланяется к земле, целует эту грязную землю Сенной площади, и с этого начинается его раскаяние. Кстати, одна из важнейших частей романа, вовсе не преступление. Да, извини, я тебя перебью, хочу показать очень красивый трамвай. Смотрите. Вообще на Сенной площади некоторое время назад был рынок, но его убрали, да? Да, совершенно точно. Название Сенная как раз происходит от того, что здесь был самый большой в Петербурге рынок, где в том числе продавали сено. Ну и не только, с разных концов Петербурга и пригородов окрестностей съезжались купцы. Но, кстати, еще это очень важная локация, она имеет такую религиозную, сакральную историю и для самого Достоевского. Как-то раз Федор Михайлович ходил здесь по Сенной площади, и к нему подошел пьяный солдат. Он попросил его купить серебряный крест, и Достоевский тут же ему дал денег и забрал этот крест и повесил себе на шею. И потом, спустя некоторое время, спустя несколько лет, этот крест у него был потерян, о чем он сожалел. Вот такой вот момент. И почему религиозная тема и вера в романе очень важна. Вот здесь, на Сенной площади, находилась церковь Успения, затем Успенский собор, или, как в народе его называли, Спас-на-Сенной. Вот он был прямо за нами, где сейчас павильон станции метро. Но этот собор был в советское время разрушен, поэтапно его взорвали для того, чтобы построить, собственно, станцию метро Площадь Мира, которая затем стала Сенной площадью. Очень интересно, я об этом не знала. Спасибо. Да, здесь были планы о том, чтобы восстановить этот собор, но пока так и не приняли окончательного решения. То есть это была такая очень важная, мощная доминанта Сенной площади. А теперь предлагаю пойти по следам Родиона Раскольникова в одну из локаций, где он тоже бывал. Вот она не очень большая, но ее как-то хочется осветить. А ты можешь сказать пару слов о Родионе Раскольникове? Какой он был человек? Да, Родион Раскольников был высокий, стройный, худощавый, довольно красивой, приятной внешности. Но вот почему, кстати, он ходил именно по Сенной, чтобы не привлекать внимание своим внешним видом? Потому что его лохмотья, та одежда, бедность, которая была на лицо, она никого здесь не могла смутить, потому что тут все выглядели примерно таким же образом. А Раскольников, вот что у Достоевского важно в его творчестве, все имена, отчества и фамилию героев тоже крайне не случайны. Раскольников от слова «раскол», то есть
Он расколот, его душа расколота на две части. Он борется, с одной стороны, с желанием доказать себе, что он велик и гениален и имеет право нарушить какие-то нормы морали. С другой стороны, он, конечно, испытывает некоторые сомнения по этому поводу. То есть он абсолютно расколот. Родион Романович Раскольников. Раскол Романовых, то есть раскол вот той западной философии. Кстати, Достоевский, он же был почвенником, то есть славянофилом. Он был против всего западного. Он не любил Петра Первого. Он говорил, что это тиран, это деспот, что имя Петр переводится с латинского как камень. И, кстати, все герои в его творчестве, у которых имена и отчества содержали имя Петр, были отрицательными. Петр Петрович, например, который сватался к сестре Раскольникова. В общем, у него очень много деталей, символов, и на это нужно обращать внимание. Мы сейчас как раз подошли к переулку Бринько. Это совсем небольшой переулок, причем Г-образной формы, он не прямой. И в «Преступлении и наказании» этот переулок назывался Таиров. Но Достоевский вообще никогда не указывал точных названий, в чем, собственно, и состоит этот интересный городской квест, все это разгадывать. Федор Михайлович любил, так скажем, в своих романах, произведениях указывать на геометрию пространств. Вот Петербург для него в «Преступлении и наказании» — это что-то кривое, изломанное пространство, где нету воздуха, нету обзора, ветер не проникает в эти дворы-колодцы, в маленькие переулки, везде зловоние, везде какая-то разруха. То есть вот он, Петербург Достоевского. И в противопоставлении такому пространству, где тому же герою Раскольникову тяжело, он уже в конце произведения рассказывает про берег широкой пустынной реки, уже в Остроге, когда Раскольников находится. И только в таком пространстве он может по-настоящему раскаяться, он может освободиться от своих вот этих горестных мыслей. Поэтому мы и оказались в переулке, который имеет вот Г-образную форму. Здесь в «Преступлении и наказании» он упоминает, что тут было 3 публичных дома на этом маленьком кусочке земли. Что такое публичный дом? Да, вот публичный дом, дорогие друзья, это дом, собственно, дом терпимости, другими словами, где работали проститутки. Секс-работницы. Блудницы, да, блудницы того времени. Но для Федора Михайловича этот переулок тоже очень важен, потому что вот в этом доме номер 4 был издан первый его литературный опыт. Это был перевод романа Бальзака «Евгения Гранде» в 1844 году. То есть именно с этого началась его литературная история. Так что вот Раскольников здесь видел блудниц в лохмотьях, всех пьяных, уставших, на холоде, продрогших. Вот он проходил этим маршрутом с Сенной площади на Садовую. Да, мы сейчас оказались в точке, которая могла бы стать для Родиона Раскольникова спасительной, потому что это единственное зеленое пространство небольшое в районе Сенной. Сад князей Юсуповых, Юсуповский сад. Здесь Раскольников даже ненадолго, когда проходил мимо, отвлекся от своих дум, от своих философствований. Юсуповский сад как раз открылся для публики совсем недавно, если мы говорим про действие романа. Но вот современники Достоевского говорили, что несмотря на то, что здесь есть и деревья, и кусты, и пруд, и фонтаны, все равно этот сад имеет какой-то отварной и прелый вид. Ну, как будто бы не спасает от общего состояния безнадёги. Униженные, оскорбленные, хворые, больные, вот все здесь в этом саду тоже концентрировались. Хотя сейчас будет маленькая минутка урбанистики от Раскольникова. Он думал о том, когда проходил мимо Юсуповского сада, что было бы неплохо здесь сделать высокие фонтаны для того, чтобы освежить район Сенной площади, чтобы как-то избавиться от этой ненавистной пыли, которая летала везде летом. Ну вот он думал о каких-то грандиозных планах, как центр Петербурга озеленить. Юсуповский сад мог бы стать тем спасением для Раскольникова, но, увы, не стал. Ну, не преобразил он нашего героя. Как ты считаешь, Раскольников мог стать великим деятелем, если бы не стал убийцей?
Я думаю, да. Для него, как бы, каким кумиром для него, кто был для него кумиром? Это, например, Наполеон. И вот такие фигуры, они, конечно, имеют и отрицательную интерпретацию, и положительную. Раскольников бы мог, но, видимо, не нашел путей, каким образом стать лучше, хотя для него убийство старухи-процентщицы было тем самым ключом к величию, потому что он считал, что таким образом он избавит мир от злобной воши, как он ее называл, от ростовщичества, то есть он не считал ее благородным существом, но опять же не ему решать, да, и вот тут он, стараясь перейти через эти моральные и нравственные установки, все равно поставил себя на какие-то ступени ниже, может быть, того идеала, к которому хотел стремиться. Мы сейчас на одном из, так скажем, любимых Раскольниковым объекте. Он любил находиться на мостах. Почему именно мосты? Потому что он такой незаземленный герой, он космический, он смотрит вот туда, а мост, он находится над поверхностью воды, он как бы не на земле. То есть вот такая локация для Раскольникова вполне подходящая. Так что же это? Это Кокушкин мост. Вот с таким необычным, забавным, с одной стороны, названием. На Кокушкином мосту, в общем-то, и начинается роман. Мы помним строки из романа. В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, один молодой человек вышел из своей каморки от жильцов в СМ переулке и направился к КН мосту. И потом уже в дальнейшем жена Достоевского, вторая жена Анна Григорьевна, она помогла расшифровать вот эти локации, и исследователи на протяжении многих лет этим занимались. Мы узнали, что переулок Столярный, а мост Кокушкин. Во времена Достоевского этот мост был деревянным, вот свое обличие современное он получил уже в советское время. И здесь как-то стоял Раскольников, размышлял, смотрел на воду, уже после убийства хотел те драгоценности сюда отправить на дно. Но из-за того, что здесь было очень много людей, прачки мыли, стирали белье, здесь были какие-то барки, лодки, в общем, он не мог этого совершить. В один момент за ним, с одной стороны, наблюдала его сестра Дунечка, с другой стороны, Свидригайлов тоже за ним наблюдал. Так что вот такая локация. Можно сказать, что это один из самых литературных мостов, потому что Федор Михайлович посвятил роман «Преступление и наказание», в том числе этому мосту, в доме Зверкова, вот в этом доходном доме. Я расскажу, что такое доходный дом. Там проживал Николай Васильевич Гоголь, тоже очень важный писатель для русской культуры. И там жили его герои Шинели, здесь он писал «Записки сумасшедшего». И у Лермонтова, еще одного поэта, тоже одно произведение было связано с этим домом. В общем, локация довольно известная. Да, и Пушкин, конечно, Евгений Онегин тоже о нем вспоминал. Это, кстати, один из самых больших доходных домов, если не самый большой в свое время, дом Зверкова. А что такое доходный дом? То есть это здание, которое принадлежало одному владельцу, и этот владелец сдавал в аренду квартиры, комнаты, и даже не только комнаты, но и койки места. Даже до такого. Да, ну, своего рода хостел, да. И жильцы, самые бедные слои населения, снимали, как правило, чердачные пространства, как и сам Раскольников. Но вот мы можем видеть, что сегодня это уже 5 этажей, 5 этажей 6 у этого здания, но он был поменьше во времена Достоевского. Такой вот роскошный. Да, кстати, с Кокушкина моста видны многие локации, где обитали герои. Вот, например, дом Сонечки Мармеладовой, желтого цвета, где мы видим 4 окна угловых. Это тот самый уродливый дом с тупым углом, в котором обитала Соня. Как Достоевский описывал, ее комната была похожа на сарай, все пространство изломанное, исковерканное, обшарпанные желтые обои. Все это говорило о том, насколько неуютна и неустроена жизнь бедной Сонечки Мармеладовой. То самое название Кокушкин мост, так, кстати, назван он по имени одного из местных купцов, чей дом был рядом. Но для меня этот мост вообще играет очень важное значение,
потому что много лет назад, в 2010 году, когда впервые в Петербурге проходила городская акция «День Достоевского», я стояла на этом мосту, вся обгорела за весь день и рассказывала тоже про места преступления и наказания. Это было очень давно, но помню до сих пор. Круг замкнулся. Да. Мы совсем недалеко ушли от Кукушкина моста и подошли к Казначейской улице, где находится аж 3 дома, в которых квартиры и помещения снимал Федор Михайлович. Это дом номер 1, дом номер 9 и дом номер 7. Дом номер 1 это вот тот розовый В самом конце. в конце улицы. Дом номер 9. Мгм. В доме номер 9 там Достоевского застала очень тяжелая пора. Это был 1864 год. Этот год был крайне сложным для него, потому что умерла его первая жена Мария Дмитриевна от туберкулеза, умер его друг Аполлон Григорьев и умер его любимый старший брат Михаил, с которым они вместе были редакторами журнала «Время». И от брата осталось огромное количество долгов, 6 детей, его жена, и все это тяжким бременем пало на Достоевского. Ему нужно было как-то их содержать, и сам он был в долгах, редакцию нужно было поднимать. В общем, крайне тяжелая история. А вот в доме номер 7, как раз в этом угловом доме, он встретил свою вторую, самую настоящую любовь, Анну Григорьевну Сниткину. Я напомню, что ему было 45, ей было 19. Она была молодой стенографисткой, которая пришла к нему в этот дом. Анна Григорьевна молодая, деловитая, строгая девушка, которая обожала его с детства, она знала все его произведения, преклонялась перед его талантом, она пришла сюда. И, кстати, отмечала, что ее поразил тот тяжелый, мрачный вид, в котором был Достоевский, и ей стало бесконечно жаль его. Ну, в общем-то, с этого началась их работа и взаимная симпатия. Анна Григорьевна была женщиной, конечно, неповторимой, честно говоря, идеальной для писателя, как говорил сам Толстой, что вот Анна Григорьевна, лучшей жены для писателя не придумать. Сказал человек, чья жена 8 раз переписывала «Войну и мир» и каждый год рожала по ребенку. Да, Толстой совершенно по-другому относился к своей жене. Абсолютно. Но вот почему Анна Григорьевна была действительно идеальной женой для Достоевского. Во-первых, она, извините меня, терпела его. Вот. Хоть человек великий, он был достаточно трудный в быту, он был игроком и довольно часто проигрывал последние деньги. Он любил играть в рулетку. Да, он играл в рулетку, и Анна Григорьевна, она понимала, что это болезнь, и поэтому как-то его не осуждала за это. Но потом он все-таки избавился от этой мании. Она вела все бытовые вопросы. Благодаря ей спустя 10 с лишним лет они наконец-то избавились от долгов. Это все благодаря ей. Она была его издателем, то есть закупала бумагу, общалась с издательствами, все это делала она. И к тому же до конца жизни вот свои 5 великих романов он написал так быстро благодаря ей, потому что днем они как работали, он надиктовывал ей текст, затем она стенографировала, потом переводила это все в рукопись. На следующий день он это все просматривал, редактировал и надиктовывал снова. То есть вот такой метод работы, он был на тот момент очень полезным и удобным для всех. Можно сказать, вспоминая истории Толстого, Булгакова, Достоевского, что за каждым великим писателем стоит великая женщина. Это абсолютно точно. Кстати, Анна Григорьевна, она прожила до 1919 года, и она была одна, умерла практически там в тяжелейших условиях, уже, по-моему, эмигрировав в Ялту. Благодаря ей мы получили вот все те труды, которые достались от Достоевского. Благодаря ей мы их, в общем-то, увидели. Потому что она была тем, кто первый слушал его рассказы, он с ней советовался, она ему какие-то вещи, может быть, подсказывала. Это очень плодотворный союз был. Хотя она женщина выдающаяся, первая филателистка России, собирала марки. Это тоже появилось в результате их спора. Вот. Она могла бы быть очень самодостаточной на тот момент, но вот посвятила себя мужу и любви к нему. Да, мы сейчас оказались у дома Раскольникова, и его довольно просто опознать на Гражданской улице, потому что на углу можно заметить горельеф с изображением Достоевского и надписью, которую придумали к этому
монументу Даниил Гранин и Дмитрий Лихачев. Дом Раскольникова, там эта запись тоже есть. Сам горельеф появился здесь в конце 20-го столетия, в 1999 году. И что еще любопытно, тут мы увидим отметку с тем, сколько воды было в наводнении 1824 года. Да, представляете, вот так вот Стань вода. рядышком, пожалуйста. Вот Какой у так тебя вот, рост? 165. Вот так вот вода поднялась высоко в Петербурге. То есть почти, наверное, 1,5 метра. Да. И самые разрушительные наводнения в истории Петербурга были как раз в 1724, 824, 924, а 24 год, уже 21 века как-то пронесло. Слава богу. Но и были и другие не очень хорошие события, да? Вот, собственно, отсюда выходил Раскольников, из этого дома. Мы знаем, что он жил на чердаке, куда вели с последнего этажа 13 ступенек. И когда, я помню, еще в музей Достоевского в Петербурге ходила на курсы, будучи школьницей, мы ходили на эти экскурсии, мы считали количество ступенек. Но всех местных жителей, честно говоря, раздражают вот эти паломничества фанатов-любителей Достоевского. Туда довольно трудно попасть, мы не будем ломиться в эти дворы. Но могу сказать, что тогда, когда мы были там несколько лет назад, были надписи «Родя молодец» или «Раскольников там, возрождайся» и всякое такое разное. Фанаты. Как у Цоя есть свои фанаты, так и у Раскольникова Абсолютно. в Петербурге. Абсолютно. Даша, как ты думаешь, что вот это за конструкции, для чего они нужны? Если честно, я не догадываюсь. Может быть, здесь стояли какие-то памятники маленькие? Или, может быть, это было ограничение для того, чтобы какой-то транспорт не проезжал? Вот вторая версия, да, очень близка. Ну, кто-то может подумать, что это а-ля от конспирологических теорий, что Петербург откопали, но нет, это не так. На самом деле ты была очень близка к истине. Это колеса отбойные тумбы. И их по специальному указу расставляли рядом с углами зданий или вот там, где были заезды в подворотне, чтобы экипажи, кареты своими колесами не отбивали углы зданий. И вот где-то они сохранились, когда вы гуляете по Петербургу, их периодически можете встретить. Интересно. Да, мы снова на мосту. На этот раз это Вознесенский мост. Вот Кукушкин, он уже позади нас остался. На этом мосту Раскольников тоже стоял, размышлял, обдумывал свои безумные теории. Этот мост, он появлялся несколько раз в романе, но для нас он такая проходная точка, а мы с вами будем отсчитывать 730 шагов, как писал Достоевский, от дома Раскольникова до дома старухи-процентщицы. Кстати, вот он же несколько раз ходил. Он ходил на пробу, там было одно количество шагов на дело. Вот я вчера тоже ходила на пробу по этим местам, и сегодня мы с Дашей осуществляем дело. Да, топор взяла. Ну, в рюкзаке, да. Пойдем. Да, вот мы наконец-то добрались, как и Родион Раскольников, до дома старухи-процентщицы Алены Ивановны. Кстати, там не было такой точной привязки в тексте, что это за дом, но, скорее всего, это дом, который располагается на Средней Подьяческой улице, дом 15. И он выходит и на канал Грибоедова, который во времена Достоевского был Екатерининским каналом, или его еще называли Катькиной канавой, как у него в романе есть. И вот этот дом, он, конечно, выглядит сейчас иначе, не так, как при Достоевском, но он был населен большим количеством мелких купцов, ремесленников, торговцев. Тут было много людей. И, как ни странно, когда Достоевский уже пришел совершить убийство, там не оказалось такого большого количества жителей. Вот что удивительно. Раскольников, не Достоевский. Ой. Все нормально. Достоевский никого не убивал. Да, надеемся. Вот. Раскольников, конечно, приходил сюда, причем у него в тексте указано, что заходил он с одной улицы, это Средняя Подьяческая сегодня, в арку, а выходил уже из другой арки. И у этого дома действительно есть два входа в дворовые пространства. А может быть, пойдем посмотрим двор? Можно попробовать. Давайте попробуем.
по следам Родиона Раскольникова. А на входе в дворовое пространство вот здесь где-то находились дворницкие. Это такие помещения, где обитал дворник, кстати, один из главных людей в доме. Он знал всех жителей, он следил за порядком. И именно в Дворницкой Раскольников утащил топор. Сюда же вот в одну из дворницких, в дворницкую, которая была в его доме, зашел один странный горожанин, указал на Раскольникова и сказал: «Ты убивец». Ага. Раскольников потом следовал за ним, но это было первое предзнаменование его будущей расплаты. Дворы-колодцы вообще это очень важное явление архитектурное для Петербурга, потому что когда в XIX веке был озвучен высотный регламент, нельзя было строить дома выше крыши Зимнего дворца, нужно было уже как-то расширяться владельцам домов вширь. И застраивали буквально любой кусок пустой земли, поэтому вот образовывались такие дворовые пространства. И в Петербурге двор-колодцы это уже как некий бренд. Есть полностью круглые дворы, есть какими-то геометрическими очертаниями интересными. И, кстати, во времена Достоевского здесь было жутковато. Вонь, грязь, вот эта вся атмосфера Крысы, присутствовала, конечно. люди. Здесь Да. было не так чисто, как сейчас. Угу. Удивительно, да, что вот он сквозной проход. Для Раскольникова это был отличный маневр. И о том, что это дом старухи-процентщицы, нам сегодня напоминает вот такое арт-кафе пространство с говорящим названием «Где бабуля?». Да, вы можете заметить такой интересный логотип, как сами владельцы позиционируют этот логотип. Вы можете увидеть Раскольникова либо с флажком, либо с топором. Каждый выбирает то, что ему ближе. Да, к сожалению, место сегодня закрыто. Да, вот интересная история, что его основатели — это жители этого дома, старухи-процентщицы. Когда они узнали о том, что это якобы тот самый дом персонажа, вот решили открыть это место. Ну, там есть всякий тематический мерч, проводят спектакли, мероприятия, выставки местных художников, экскурсии тоже, по-моему, у них есть по этому району. Так что такое очень атмосферное пространство. В общем, дорогие друзья, Петербург Достоевского — это невероятно атмосферное явление. Вот нельзя просто так приехать в наш город и не насладиться вот этим чарующим духом мира Достоевского. Чарующим духом тоски и безнадёги. Да. Но и просветление тоже, ведь все считают Достоевского мрачным, но на самом деле он же о высоком, да, его герои исповедовались не в пространстве церкви, но в кабаках и в трактирах, что тоже очень показательно. Блудница и грешник, убивец, они читали Евангелие. Вот такой вот светлый писатель у нас есть. Скажи, пожалуйста, почему люди до сих пор читают Достоевского, почему он так популярен за границей? Я думаю, что просто его творчество актуально, так как мало что по большому счету меняется. Люди, их типажи, их стремления, они из эпохи в эпоху переходят. И, наверное, потому что его главной задачей было изучить человека и его душу. Он говорил, что душа — это арена, на которой Бог и дьявол борются. Вот эта проблема экзистенциальная, она как была, так и остается. Может быть, поэтому. Спасибо, Наташа. Спасибо, Даша. Кстати, ребята, если вы досмотрели до конца, большое спасибо. Переходите на канал Наташи, у нее великолепные экскурсии по разным районам города. Ссылка останется в описании. Все. Ура!